Это что-то у меня. Микрофоны все. Валентина Викторовна, вы на двух аппаратах сейчас. Отключите телефоны. Отключаю. Я И не могу отключить это. свой молодец, отключили. Все, все. Отключите еще разок. Вы сейчас на двух аппаратах. Выключите по телефону. Оставьте только компьютер или Я наоборот. отключил все, Ольга Васильевна. Ну, все, ну она сейчас в двух экземплярах. Валентина Викторовна, вы сейчас в двух экземплярах. Ну ладно. Танечка, привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас у нас, пока Игорь нам даст команду, мы сейчас в прямом эфире на сайте. Кто нас уже видит, добрый вечер. Мы ждем, когда у нас будет рестрим, когда мы подключимся к Фейсбуку. Нас можно смотреть в Одноклассниках, в Инстаграме. Так, что еще не сказала? Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, на сайте, в Ютубе. В общем, и в Зуме, естественно. Вот мы сейчас находимся в Зуме для того, чтобы и задавать вопросы любые, да, и как бы понимать, что мы делаем. У нас сегодня очень интересная встреча. Встречу, которую будет вести наш замечательный доктор, врач, стоматолог, терапевт, замглавврача очень крупной воронежской стоматологической поликлиники с огромным стажем, который имеет награды и от Министерства здравоохранения России, и имеет нагрудные значки от Воронежского здравоохранения за вклад в здоровье человечества Воронежа, и вообще всего человечества, можно сказать. Вот. А кроме того, конечно, замечательный человек, умница, красавица, очень глубокий человек, который знает Вивасан уже, наверное, на протяжении 15, если я не ошибаюсь, а может быть и больше лет. Татьяна Игнатьевна, включите, наверное, микрофон. Или сейчас Игорь вам включит. Сидите, ничего не трогайте пока. Вот. И начнем мы. Почему это важно? Потому что, ну, кроме того, что мы всегда понимаем, что дыхание должно быть свежим, это самое легкое, что может быть, да, мы всегда понимаем, насколько важны зубы наши, и мы все хотим, чтобы улыбка была у нас белоснежной и ослепительной. Но, к сожалению, не всегда это получается. Да еще не вовремя ходим к доктору. Ну, в общем, все как обычно, все как у всех. Только самые дисциплинированные имеют красивую улыбку, ну или недисциплинированные, которые уже сделали эту улыбку. Ну, не будем о грустном сейчас. Итак, во время пандемии это особенно важно, потому что это наши ворота. Ну и вот, конечно, от профессионала, от человека, который знает это не понаслышке, как мы где-то там что-то прочитали или по опыту, а знает это очень и очень хорошо, мы начнем с небольшого ролика. Ролик этот был записан у нас несколько лет назад. Маленький, совсем маленький ролик, в несколько буквально строк, это как предисловие. Игорь, пожалуйста, если можно. Можно через 2 минуты, я сейчас доделаю и покажу. Хорошо. Я думала, что уже все, ну ладно. Вот, поэтому на сегодняшний день продукты, которые есть в Вивасане, конечно, мы можем полоскать, полоскание полости рта можем полоскать любым эфирным маслом. Мы можем добавлять в любую зубную пасту там какие-то капельки лимона или апельсина, или эвкалипта, или чайного дерева, и в любом случае это будет и укреплять десны, и отбеливать зубы, и укреплять эмаль, там, ну, наверное. Но у нас есть продукты, которые абсолютно направлены именно на это. Это, конечно, зубная паста, и мы там пишут нам 4 в одном, и эликсир для полости рта. Причем этот самый эффект не только на полость рта работает, но еще и против храпа. Вот каким образом там добавлены эфирные масла, и за счет того, что оно подтягивает, вот не знаю что, Татьяна Игнатьевна скажет, что оно там у нас подтягивает, а еще есть вот такой вот замечательный эффект.
потому что это еще одна проблема 21 века, и не только, наверное, 21 века, но это достаточно опасная проблема. Вот. Так, ждем Игоря, когда он нам включит. Сейчас. Мы запустились, да? Ну, а всех участников, кто у нас сегодня участвует в Zoom, кто нас смотрит на Фейсбуке, в Одноклассниках, не забудьте поставить нам лайк, нравится. Если вы еще не подписались на наши новости, пожалуйста, подпишитесь Добрый на день, наши новости. господа. Смотрим. Добрый день, господа. Меня зовут Татьяна. Я по специальности врач-стоматолог. У меня достаточно большой стаж, чтобы я могла оценить качество нашего замечательного продукта зубной пасты Vivasan. Как часто мы слышим фразу «болезнь легче предупредить, чем лечить», а в жизни мы пользуемся этим золотым правилом. К сожалению, когда у нас все хорошо со здоровьем, мы не думаем о том, как его сохранить. Нам кажется, что нас никогда не настигнут проблемы, и мы будем всегда здоровы. Но, к сожалению, живем мы в окружающем нас мире, который таит множество факторов, несомненно, со временем оказывающих на наш организм негативное воздействие. Так почему же не воспользоваться возможностью минимизировать этот негатив? Наш организм – это сложная, слаженная, гармоничная система, которую можно сравнить с работой часового механизма. Но стоит одной маленькой детали выйти из строя, как начинается разбалансировка всей системы. Мне, как врачу-стоматологу, очень часто приходится сталкиваться с проблемами полости рта. Кто из вас не испытывал зубную боль? Когда она появляется, человек не может пить, принимать пищу, спать, разговаривать и тем более что-то делать. Эта боль затмевает собой весь окружающий мир. Мы все знаем поговорку «береги платье с нову, а здоровье с молоду». Вот и я вам хочу пожелать здоровой полости рта и красивой. Вот. Но пожелания мы услышали. Игорь, включите звук Татьяне. Я не могу этого сделать. Я могу. Ясно, Я Татьяна. включила сама. Молодец. Ну что, предоставляем вам слово. Ну да, немножечко получился такой он неполный, так сказать, ролик. Там не дошло разговора до нашего эликсира. Ну, что я хочу сказать? Я еще хочу добавить, что вообще-то как бы вопрос красоты зубов, приятного, хорошего запаха, он еще стоял давно-давно, и еще найдено писание Древнего Египта о том, что еще тогда, это 3000 лет назад, что еще тогда занимались изготовлением зубных порошков, занимались этим аптекари, фармацевты, и делали из белой глины зубной порошок и добавляли туда лечебные травы: шалфей, фиалка, ромашка. То есть эта проблема, она была всегда, вот, и люди стремились все-таки иметь красивые зубы и здоровые зубы. Ну, не знаю, как в какой-то период времени, может быть, не так у нас стоматология развивалась сильно, но в последнее время люди начали обращать на свои зубы, на полость рта все-таки большое внимание. Может быть, это наша профилактическая работа так действует, вот. Но как бы грамотность стоматологического населения повысилась. Ну и сейчас, конечно, целая индустрия работает на стоматологию, и из средств гигиены полости рта, наверное, 80% отведено изготовлению различных зубных паст. Я вот посмотрела по интернету, поинтересовалась, думаю, сколько же у нас зубных паст. И мне не хватило целого часа, чтобы всех их разглядеть. Они достаточно разнообразны, но можно их разделить на 3 группы. Это пасты гигиенические, пасты лечебно-профилактические и пасты лечебные. И когда я посмотрела состав лечебных паст и лечебно-профилактических,
то в их состав в основном у всех входят вытяжки из трав, входят антисептики, входят фтористые соединения, натриевые, кальциевые соединения. Что касается пасты гигиенической, то там в основном ее действие направлено на то, чтобы очистить полость рта от налета и удалить неприятный запах. И когда я посмотрела все-таки, что входит в состав этих паст, многообразие их такое большое, я поняла, что в пасту нашу, вивасановскую, все эти три, так сказать, направления, они все включены. Посмотрела даже ролик о том, как можно изготовить самостоятельно зубную пасту, добавляя туда эфирные масла, какие вам нравятся, там чайного дерева, лимон. Но это все не очень, так сказать, безопасно. Мы можем навредить своей эмали, навредить зубам. Поэтому, конечно, в Вивасане вот эта паста наша, она имеет уникальную формулу. Она не просто там смесь эфирных масел и какого-то там окись, там цинка. Это сложная формула, потому что если просто соединить эфирное масло и какой-то еще компонент, они не свяжутся. Поэтому не зря работали над нашей пастой не 1 год, пока ее создали, и в том числе с эликсиром. Ну, что хочу сказать, что если мы будем пользоваться пастой Вивасан, то нам не нужно покупать такое многообразие зубных паст. То есть мы одной нашей пастой можем решить все эти проблемы. И гигиену полости рта, и профилактика кариеса, и профилактика заболеваний тканей пародонта. В принципе, наш рот – это такое удобное место для развития бактериальной флоры. Всегда влажное, всегда тепло, всегда хорошо. Поэтому, как только у нас гигиена полости рта не на должном уровне становится, это прям самый парник для развития наших бактерий и грибков. А что такое заболевание тканей пародонта и заболевание зубов? Это когда поселяются бактерии, образуют на зубах бляшки и выделяют продукты жизнедеятельности. Это кислоты. Кислоты, естественно, разрушают тканевой барьер, проникают вглубь ткани слизистой оболочки, разрушают эмаль и способствуют развитию таких заболеваний, как пародонтит и кариес зубов. Причинно-следственная связь между заболеванием зубов и внутренних органов, она как бы обоюдная. Сейчас считают, что и как заболевание полости рта, слизистой оболочки зависит от состояния внутренних органов, так и наоборот. Состояние внутренних органов напрямую зависит от состояния полости рта. Даже при такой болезни, как Альцгеймера, болезнь, в мозге нашли те же самые бактерии, которые способствуют развитию заболеваний полости рта. Поэтому то, что у нас находится в полости рта, это все всасывается в слизистую, в кровяное русло и поступает во все наши внутренние органы и системы. И от этого зависит наш общий иммунитет и местный тканевой иммунитет. И, естественно, конечно, пользуясь средством гигиеническим этим и профилактическим, и лечебным, как паста Вивасан, мы одномоментно решаем очень многие проблемы. Кроме того, вот Ольга Васильевна сказала, что ж там она это делает, паста, что делает этот ополаскиватель, что у нас решаются проблемы с храпом. Ну, эфирные масла, естественно, они способствуют улучшению кровоснабжения слизистой оболочки. А когда улучшается кровоснабжение, повышается тонус мышечный. И храп, он возникает от чего? Расслабляются мышцы мягкого неба, и человек во сне
начинает храпеть, идет вибрация мягкого неба. Это очень опасно, это может привести даже к остановке дыхания и смерти во время сна. Поэтому с этой проблемой надо бороться. Используя пасту регулярно и полоскание регулярно, мы постепенно уйдем от этой проблемы. Ну, что вам еще рассказать интересно про зубную пасту? Ну, как говорится, сколько ни говори, слово халва во рту слаще не станет, так? Поэтому пока мы сами на себе не попробуем эту пасту, не убедимся, наверное, как бы я много не говорила, красивых, хороших слов, наверное, сложно будет убедить людей. Но опыт показывает, что люди, которые пользуются регулярно этими средствами, они приходят к нам, и мы видим, какая хорошая слизистая оболочка полости рта, какая хорошая десна, какие хорошие зубы, без налета, без всяких осложнений. Ну, мы почему-то вот очень поверили многим продуктам Вивасан, ну, потому что вот тот же, допустим, артишок, мы чувствуем, у нас что-то заболело, мы начали его употреблять, боли прошли, стал лучше работать желудочно-кишечный тракт. Наши крема чудесные, в состав которых входят эфирные масла, мы тоже хорошо и широко используем, потому как мы прочувствовали на себе их эффект. Потому что у нас что-то болит, что-то беспокоит, мы начинаем использовать эти, так сказать, лечебные крема. А в полости рта, к сожалению, с самого начала не всегда бывают ощущения. Человек не всегда ощущает какие-то проблемы. А чаще обращается, когда уже болезнь развилась или она уже в запущенном состоянии. Вот. Но тогда уже сложно привести в норму, тогда нужны уже какие-то манипуляции, тогда уже нужны специалисты. Поэтому надо приучать своих деток с раннего возраста пользоваться пастами, пользоваться ополаскивателями и не доводить до заболеваний. Сейчас, к сожалению, такие заболевания, как пародонтит, то есть воспаление слизистой оболочки, заболевания связочного аппарата, очень рано развиваются у детей. Уже с 12, 13, 15 лет мы смотрим деток, которые учатся в школах, которые даже находятся в детских садах, что у них уже начинают первые стадии развития этого заболевания. А все от того, что недостаточно гигиена полости рта. Ну и, естественно, если неудовлетворительное состояние, нездоровые ткани, естественно, развиваются на этом фоне хронические заболевания. Так, допустим, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечные заболевания. Это все взаимосвязано. Не может у нас что-то болеть само по себе. Все зависит одно от другого. Все в комплексе. Поэтому как бы на наше состояние здоровья большое влияние оказывает вот именно наше отношение к гигиене полости рта. Диана, можно вопрос? Можно. Да. Как использовать зубную пасту, в каком количестве, и эликсиры, как часто? Вот зубную пасту достаточно утром и вечером? Зубную пасту, если вы даже будете использовать хотя бы один раз на ночь, это уже великое дело. То есть вы почистили зубки свои, и можете даже не сплевывать, а оставить в полости рта то, что, ну, сплюнуть и не полоскать, а оставить в полости рта вот эти остатки пасты, и они у вас будут работать еще всю ночь. И само количество пасты, не нужно наносить пасту на всю щетку, на всю длину. Там достаточно одной горошины. Она распределяется равномерно и достаточно для того, чтобы почистить все свои зубы. Еще вопрос. А эликсир? Эликсир как Эликсир часто? чем удобен? Значит, вы с пастой и щеткой, конечно, не будете ходить все время, да? Хотя я ездила в Малайзию и обратила внимание. Значит, мы пошли пообедать в кафе, и там молодой человек после еды зашел в туалетную комнату,
и там достал из кармана зубную щетку, зубную пасту и после еды почистил зубы. Но у нас это как-то еще не культивируется. А чем удобно эликсир? Вы всегда его маленький пузыречек положили в маленькую сумочку. Вы после еды можете всегда развести его, прополоскать рот, и у вас в полости рта не останется остатков пищи. У вас удалятся все микробы. Чем еще хороша наша паста? Тем, что вот сами эфирные масла, ну мы все знаем, что они мощные антисептики. Вот. И они работают так, что они действуют на патогенную микрофлору, они не приводят к дисбактериозу. То есть мы можем пользоваться этими пастами и полосканием неограниченно, в отличие от паст, которые содержат антисептики, которыми мы не можем пользоваться более чем 1 неделю, потому что дальше начнут развиваться либо грибки, какие-то начнутся осложнения, и тогда придется лечить грибковые заболевания. Скажите, пожалуйста, вот еще очень часто ищут зубная паста без фтора, чтобы там, что в ней должно содержаться, чтобы мы не навредили своим зубкам? Ну, к фтору сейчас неоднозначное отношение. Одно время у нас были программы по фторированию молока в детских учреждениях, вот, по фторированию соли. Сейчас как бы разделилось мнение пополам. Считается, что некоторые соединения фтора очень вредные и даже ядовитые. Поэтому в зубные пасты не во все добавляют фтор, особенно в детские пасты его не добавляют, чтобы не навредить. Детские пасты, они же детки, когда чистят зубы, они частично глотают это все. Поэтому там точно дозировку, вот это все проследить очень сложно. А еще вопрос можно? Да. Ну, скажите, вот, пожалуйста, а как связан... Ну, зубы же, это же наша костная ткань, да? Зубы? Да. Это не кожа, это кость. Нет, я говорю, это же наша костная ткань. А, костная, мне послышалось костная, да. Нет, нет. И вот смотрите, если у человека остеопороз, и начинают у него сыпаться зубы, ну, это вот вопрос, на который я хочу получить ответ. Надо ли ему первоначально заняться денсометрию костей сдать, да, и восстановить костную ткань, а потом уже заниматься имплантацией, или можно делать импланты? Ну, есть противопоказания для установки имплантатов. Если в большой степени остеопороз, то, конечно, там не показана установка имплантатов. Конечно, нужно обращаться к врачам, нужно проводить денситометрию, нужно проводить лечение, чтобы хотя бы остановить этот процесс, потому что остеопороз – это очень серьезное заболевание, которое может привести даже к смерти, потому что идут переломы и позвоночника, и разрушение других костей. Но в каждом индивидуальном случае надо как бы подходить конкретно к каждому пациенту. Но есть определенные противопоказания. Поэтому, конечно, нужно идти к врачу, нужно делать обследование, и тогда доктор-хирург уже вам определит, можем мы вам установить имплантат или нет. Но вообще вот я хочу вам про пародонтит еще сказать немножечко страшилок. Вот когда идет воспалительный процесс полости рта, когда недостаточная гигиена, когда какие-то очень сильно агрессивные бактерии, идет отложение камней, идет разрушение нашего связочного аппарата. Зуб, он же находится в кости, в альвеолке, не просто вплотную сидит, а он еще и держится связочным аппаратом. Так вот, когда проникают бактерии в связочный аппарат, они начинают разрушать его, разрушать костную ткань. Иногда приходят пациенты, у которых зубы подвижны, как гармошка. До них дотронешься, они качаются во все стороны, потому что уже разрушился связочный аппарат и разрушилась кость. К сожалению, очень часто приходится эти зубы удалять. Их невозможно восстановить, потому что тяжелая степень пародонтита. И, конечно, доводить до такого состояния не нужно, нежелательно, потому что после этого следуют у людей съемные протезы. А съемные протезы мне, в общем, пришлось насмотреться на людей, которые
Не все же одинаково к ним привыкают. У всех разная система, разные психологии. Некоторые люди просто до трагедии доходят, не могут носить съемные протезы. И не можем установить импланты, потому что нет условий. И люди как бы без зубов остаются. А что значит без зубов? Это значит ненормально, не поесть ничего, ни фруктов, ни овощей. И, конечно, страдает, в общем, в целом здоровье. Ну да. Можно вопрос тоже? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать и видеть. У меня такой вопрос. С какого возраста можно применять нашу зубную пасту? С какого возраста? И второй вопрос. Да. И второй вопрос. Какие бы вы посоветовали, порекомендовали продукты для человека, который, вот, ну, допустим, начал лечить зубы, там, пломбы, например, да? То есть вставляет. Какие вот для внутреннего применения еще продукты вы порекомендуете? Спасибо. А вы имеете в виду продукты питания? Нет, я имею в виду продукты из линии вот Vivasan. Какие БАДы? Я вот это имела в виду. Для того, чтобы процесс прошел менее болезненно, для того, чтобы, ну, как бы, так скажем, был наилучший эффект. Наилучший эффект после лечения, после Во пломбирования. время лечения. Или вот нужно человеку подготовиться. Ну, допустим, такая ситуация, там, кровоточимость десен, например, да, или слабая эмаль. Бывает такое у людей, что очень слабая эмаль там, да. Вот каким образом можно параллельно с лечением у стоматолога повысить вот эффективность этого лечения и укрепить, так скажем, результат? Ну, это должен доктор вам назначить препараты, кальций содержащие, витаминные препараты, но это нужно будет побывать в кресле у стоматолога. Конечно, если у вас уже идет какой-то развитой процесс, даже вот в тканях пародонта, и там уже у вас глыбы висят, и воспалительный процесс, и ткани воспаленные с грануляциями. Если вы начнете чистить нашей замечательной вивасановской пастой, то она вряд ли вам поможет. Сначала нужно устранить причину, то есть убрать камень, убрать грануляции, снять воспаление, а затем подключить наше масло, нашу пасту, которая будет уже работать как профилактика и как лечение. Ну, Что если касается дополнительных каких-то средств, чтобы укреплялась эмаль зуба, здесь может быть и внутренний прием кальций-содержащих препаратов, здесь может быть и физиотерапевтические процедуры. Это уже на усмотрение врача. А если говорить, Татьяна Игнатьевна, по поводу наших сиропов, предположим, там, где железо, черника, например, или харпагин, глюкохон, то, что мы пьем для своих косточек, это как бы не про другое? Ну, для Миглиарин. профилактики, ради бога, можно. Миглиарин, да, миглиарин, конечно. Да. Бодрость на весь день. Бодрость на весь день замечательные. Наши витамины пополняют весь запас витаминов и микроэлементов. Замечательно. И вы сами знаете, что он работает хорошо. Это биодобавка при всяких наших заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Вот, потому что там находятся и микроэлементы, и витамины. Естественно, как бы зубы же это не отдельный аппарат, а это часть нашего организма. Естественно, если действует на одну систему, это целиком действует и на зубочелюстную систему. Поэтому, конечно, в качестве профилактики можно это все пропивать. И вот по поводу еще применения зубной пасты, с какого возраста вы порекомендуете? С какого возраста? Ну, когда ребенок маленький, он, естественно, не сможет чистить зубы. Мама должна первое время учить ребенка чистить зубки. Она для этого даже не со щетки начинает, а просто на палец наматывает марлечку, крепко закрепляет ее, наносит небольшое количество зубной пасты, можно нашей Vivasan, и аккуратненько чистить ребеночку зубы. А потом уже после 2 лет приучает его к зубной щеточке. Ну, подбор идет тоже у врача, размер щетки, вот, и рассказывает доктор, как правильно чистить зубы, в каких направлениях. Но это уже урок гигиены у специалиста.
Татьяна Игнатьевна, вот если видно, я сейчас выставила на экран активные компоненты. Все это вы можете посмотреть на сайте на нашем или в наших справочной литературе. Да, какие активные компоненты. Я просто хотела бы еще обратить внимание, какая еще зубная паста может похвастаться тем, что в ее состав входит... Входит такое количество масел. компонентов. Да. Причем они же вот не просто так, я вот вначале сказала, не просто добавлены, смешали, добавили, а там они в комплексе находятся. Это вот сложные такие соединения. И когда попадает зубная паста в полость рта, она начинает раскрываться. То есть выделяются эти эфирные масла, и они начинают работать. Ну вот смотрите, у нас находится там масло гвоздики. Масло гвоздики еще в древние времена тоже использовалось, это мощный антисептик. Когда я начинала работать, мы сами самостоятельно на масле гвоздики замешивали пасты для пломбирования корневых каналов. И Ой, эти как мы помним этот запах, боже мой, он же в ужас приводил. Один запах. Нет, масло гвоздики пахнет замечательно. Ну, И, кстати, эти каналы, которые мы пломбировали при помощи масла гвоздики, у людей стоят многие годы, и ничего с ними не делается, никаких осложнений не возникает. Вот, ну, сейчас, конечно, стоматология шагает вперед, но я хочу сказать, что то, что сделано маслом гвоздики, оно стоит на века. Масло лаванды успокаивающее слизистую оболочку, заживляющие действия. Масло чайного дерева, мощный антисептик. Масло лимона отбеливающим действием обладает. Поэтому каждый компонент играет свое значение в этом составе. Ни одна паста не содержит такое количество компонентов. Вот открываешь, смотришь, как это каталог зубных паст. Там в одной пасте находится, там, допустим, одно, в другой другое, в третьей третье. Такое количество компонентов не содержится ни в одной зубной пасте. И еще абсолютно, вот когда я брала активные компоненты, активные именно компоненты, понятно, что для зубной пасты там есть наполнитель еще. Во-первых, здесь нет парабенов, вот прямо видно, наверное, даже здесь парабен-фри. То есть даже этого нет консерванта, поскольку такое количество эфирных масел дает вот этот консервирующий эффект. И теперь посмотрите, вот ровно такие же масла находятся в эликсире. Поэтому есть то, что Татьяна Игнатьевна сказала, если зубную щетку с собой не возьмешь, то пузыречек с эликсиром, он может лежать спокойно в сумочке или в кармане где-то, где можно накапать на воду, там не обязательно эмульгатор, просто капнуть там пару-тройку капель на полстакана воды тепленькой и быстро прополоскать рот. Я сейчас открою вам один секрет, что мы сейчас ожидаем два очень интересных продукта. Это спрей для носа и спрей для горла. Это как раз во время пандемии то, что нам Сильвио Фриголи и Томас Гетфрид приготовили, да, ну не знаю, когда это будет, это еще пока на сертификации, но это, конечно, совсем другой, скажем, продукт. Это защитный какой-то механизм. Но вот во время пандемии мы сейчас как раз обсуждали с Татьяной Игнатьевной, и я помню, как только началась пандемия, наш президент Томас Гетфрид сказал: всем скажи, всем передай, что выходите на улицу, полоскайте рот горячей водой вместе с эликсиром. Приходите куда-нибудь вот с улицы, полоскайте рот, потому что вот эти ворота как раз... Так ли это? Конечно, так, все верно, потому что все, что вот мы вдохнули в себя при разговоре и в полость рта, и в нос, естественно, это все осело на слизистую оболочку. Поэтому даже вот просто говорят, врачи говорят, вы пришли домой, возьмите, пополощите рот водой. А когда в этой воде находятся еще и эфирные масла, то действие, естественно, как бы прямое. Я хочу сказать, что действительно вот в период вот этой пандемии коронавируса, когда она началась у нас с марта прошлого года. Сегодня как раз годовщина, когда Швейцария объявила пандемию. Я не вышла ни разу из дома,
без маски, в которой имеется эфирное масло. То есть я капаю в маску эфирное масло и целый день дышу им, потому что в поликлинике народу много. Кто приходит, мы не знаем. Кто больной, может быть, и не придет, кто знает, а кто-то и не знает, что он заболел. Поэтому вот эта защита из эфирного масла, она работает железно. Вот. А уж если мы непосредственно не нанесли на слизистую, если мы прополоскали, то, естественно, мы убираем все то, чего мы нахватали за период контакта с другими людьми. Поэтому это замечательное средство сейчас для нас, для того, чтобы защитить себя от вируса короны. Мгм. Ну, а кроме того, это еще и просто на сегодняшний день получить продукт вообще из-за границы, да, уже сложность. Мы заходим, мы знаем, что это трудно очень. Ну, вы знаете, я вспоминаю, как мы были на конференции Вивасановской в Турции, и как раз с Валентиной Викторовной в одном номере поздно вечером была передача по качеству продуктов. Я не помню, как она называлась. Вот. И там шла речь о том, что вот у нас о качестве наших шампуней, да? И что у нас большой тоже ассортимент шампуней, что в одном находится там крапива, в другом мед, в третьем еще что-то такое чудесное. И когда сделали анализ, вот это вот разложили, там ничего этого в помине нет, даже ни одной капельки меда. Поэтому верить вот тому, что написано, и на той же пасте надо умножать все на пи. Вот, поэтому, Вивасановская продукция, она себе зарекомендовала, она нас ни разу не подвела. Она работает железно, потому что сделана, ну, по GMP, с высоким качеством. Вот, и мы сами тогда, помните, у нас даже был семинар о том, как проходит эта продукция, проверку раз в 2 года. Специальные люди проверяют, приходят на завод-производитель и смотрят изначально, как делать, какие компоненты, правильно ли соотношение. То есть проверка идет на высшем уровне. Не так, как у нас. Колбасу начали делать вкусную, а через полгода народ ее сберет, и она на черти что похоже. Поэтому... Слушайте, да, я недавно совсем, можете посмотреть, у Караулова, он рассказывает о том, как он потихонечку купил, в азбуке вкуса купил колбасу. То есть 4 разных колбасы. Все это запаковал, поставил пломбу там же прямо в магазине. И забыл даже сказать, что он через, там, ну, на таможне забыл сказать, ну, колбаса то колбаса. И он привез в Сингапур для того, чтобы сдать в лабораторию, чтобы они посмотрели, что туда входит, насколько она полезная. Так его вызвали вместе с полицейским, когда проверили эту вот колбасу, он говорит, как будто бы, вы что вообще привезли? Ведь это что, есть можно? Вам что это предлагают? Это что такое? В общем, это продукт, который есть нельзя, и он не только вреден для здоровья, но они вообще начали его, он еле отбился, начали подозревать в том, что он хочет потравить сингапурцев. Так что что там может быть? Какие добавки? А уж в этом и особенно. Ну, за 20 лет мы уже перестали сомневаться в нашей продукции. Я хочу сказать, что первое время я как врач как-то сомневалась немножко, не могла рекламировать это все, пока я не испробовала на себе. А когда уже я убедилась и избавилась от некоторых проблем, вот, я уже тогда поняла, что людям нужно говорить о том, что это хорошее. И вот в отношении паст, ну да, пусть она немного дороже, ну а сейчас зайдите вы в аптеку, паста зубная стоит небольшой тюбик, меньше нашего, она стоит 300 с лишним рублей. И вот вместо того, чтобы покупать, допустим, какую-то профилактическую, лечебно-профилактическую и лечебную пасту, мы можем купить одну пасту Вивасан, эликсир наш, и пользоваться, потому что в этом тюбике 3 в 1. 4 уже говорят. Ну, теперь 4. Я забыла, что плюс еще от храпа, да. Но я имела в виду чисто вот зубные пасты. Да. Вот, поэтому я считаю, что это
очень выгодно даже, несмотря на то, что она дороже, она оправдывает свою цену. И расход ее небольшой. Ее хватает на очень долго. Да, это правда. Это да. Так, тут вот вопросы. Если пасту не выполаскивать, получается, ее можно использовать и для полоскания горла? Ну, в принципе, вы можете ее развести. Почему нет? Конечно, прополоскать горло, но не глотать, а выплюнуть. Но зачем нам разводить зубную пасту, когда есть прекрасный эликсир? Естественно, вот то, что компонент, который там находится, на основе которого масла держатся, он нам не нужен для того, чтобы вот полоскать горло. Поэтому нужно взять эликсир, навести раствор и прополоскать. Вот тут вопрос, может быть, человек не слышал просто. Есть ли продукция для устранения апноэ? Ну, как бы вот мы, наверное, говорили про эликсир как раз. Опосредованно еще и зубная паста работает, но эликсир, конечно, сильнее. Я права? Да, конечно, я уже акцентировала на том, что когда мы проводим полоскание, там эфирные масла. Эфирные масла мы попробовали вот на своей коже, да, все же. Когда намажешь, мы чувствуем то, что у нас покраснение может в этом участке, повышение температуры вот в этом локальном месте. Естественно, это чем обусловлено? Расширением кровеносных сосудов, улучшением кровообращения, также и в полости рта. Мы улучшаем кровоснабжение мягкого неба, и оно тем самым укрепляет нашу мышцу. И есть даже специальные упражнения физические для укрепления мышц мягкого неба. А это работают здесь эфирные масла. Укрепляется небо, перестает во время сна вибрировать и расслабляться. Просто оно у нас падает, как занавеска. И когда человек дышит, оно вот вибрирует, издает храп вот этот вот. Поэтому масла эфирные работают на это, чтобы укрепить мягкое небо. Как говорит моя внучка, не рычи, если вдруг... Ну, на самом деле, храп – это опасная очень вещь. Да. Человек может просто ночью перестать дышать. Остановится дыхание, и смерть наступит. Угу. Татьяна Игнатьевна, вот по времени сколько нужно чистить зубы? Потому что я слышала, что не менее минуты, да, вот это вот надо. Не менее 3 минут. Сколько? Не менее 3 минут. Не менее 3 минут, потому что за 1 минуту мы не почистим как следует. Ну, во-первых, движения должны быть не только горизонтальные, но и вертикальные, и кругообразные. Потому что если в горизонтальном направлении все время чистить, то мы можем, у нас же зубы, они не плоские, они выпуклые. И наша щетка будет работать вот только по выпуклой части, и у нас будет стираться в этих местах эмаль, будет идти убыль эмали и дентины, такие вот клиновидные дефекты развиваться. Вы, наверное, для вас это неизвестно, но когда у людей вроде эмаль цела, а вот такие вот ямочки, углубления возле шейки зуба. Вот. Потом, чтобы вам не показалось 3 минуты длительным, каждую челюсть нужно разделить на 3 сектора. Вот на верхней челюсти центральный отдел, боковой отдел справа, боковой отдел слева и жевательная группа справа, жевательная слева. И вот вы каждый сектор отдельно, внимательно, вдумываясь, начинаете чистить. На боковых поверхностях, со стороны неба, со стороны жевательной поверхности, вращательные вот эти движения щетки. Потом переходите на боковой отдел, там, где клык, прилегающий с ним зубы. Потом на центральный. И вам даже может 3 минут не хватить. Ну, просто вы после чистки зубов должны почувствовать, что ваши зубы языком, когда проводите, они блестящие, они гладкие, на них ничего не цепляется. Вот это качественная чистка зубов. То есть вы сняли весь этот налет. А вот паста наша и работает на эту бляшку, потому что есть бляшка, когда плохая гигиена идет, она прикрепляется очень жестко к зубу. И эту бляшку очень сложно счистить. Ну, а эфирное масло способствует растворению вот этой бляшки, она уходит. Угу. Я была горда собой, что я целую минуту чищу. Ну, не всегда. А тут, оказывается, я двоечница вообще галимая.
Да, да. Ну, а еще хорошо после чистки провести массаж пальцем. То есть вы почистили зубы, сплюнули, а потом, ну, если наша паста, можете даже оставить эту пасту, как бы, это самое, не выполаскивая, вот, и пальчиком, большим и указательным, провести массаж десны. Вот так вот, с двух сторон. Тоже улучшается кровоснабжение, уплотняется десна. А если вот так вот и заодно вот здесь морщинки расправить? Ну, Нет, не это уже работает. косметология. Это уже косметология. Я думала 2 зайцев убить сразу. И вот это вот, и по зубам Да, там всегда серьезно. можно давать. Ну, поверьте, конечно, на самом деле, когда приходят к нам люди, причем не в самом, так сказать, пожилом возрасте, люди среднего возраста, и у них зубы уходят из-за того, что такой в тяжелой степени развившийся пародонтит, ну, просто печально, печально. Съемные протезы. А к ним привыкать очень тяжело. Татьяна Игнатьевна, ну, не очень хочется говорить, но скажу все-таки интимные подробности. Когда 2 года назад я пришла к своему стоматологу, ну, к которому всегда хожу, причем 10 лет он меня уговаривал не делать этого. Я говорю, ну, мне пора там что-то вот уже импланты, пора там сделать что-то. Он говорит, пока терпит, пока есть свое, пока терпит, вот терпите. В общем, он меня уговаривал не делать. Тут уже 2 года назад, а это, извините, уже было в 65, без плюса пока, он говорит, ну, я говорю, я готова. Он говорит, а теперь я не готов. Вы вообще соображаете уже, это возраст, сколько там уже нужно делать? И вот когда он сделал рентген, он говорит, можно даже не делать рентген, я вряд ли возьмусь за это. И когда он сделал рентген, всего там где-то в одном, по-моему, месте где-то вот здесь пришлось наращивать, ну, как это называется, не знаю, пусть наращивать. Винус-лифтинг, да. Да, все остальное он был в шоке от того, что он говорит, я ничего не понимаю. Почему, каким образом у вас в общем и в целом я могу вот сейчас прям работать, начинать, но только немножко там кусочек. Вот. Это при том, что я не очень, человек не очень дисциплинированный в этом. Нет, зубы я, конечно, чищу, но так, чтобы прям заниматься серьезно, кофе не пить, там еще чего-то не делать. Нет. И тем не менее, вот, витамины, микроэлементы, наша зубная паста. Просто вот представьте, что утром даже и вечером почистить зубы, у вас вот этот огромный список, который я вам показывала, уже, а если 3 минуты, вот этот список прошелся. Этот список попал уже вот на слизистую: апельсин, гвоздика, лаванда. Тут вам и сосудистые проблемы, тут вам и антидепрессанты, такие как лаванда, мята, апельсин, лимон, это все антидепрессанты. Тут и вам и чайное дерево с манукой, и сканукой, и тимьян, который, и гвоздика, да, который укрепляет. То есть вот, если представить вот эту картинку, а мне всегда это помогает, мне надо визуализировать, то я взяла просто зубы там чищу, так или эдак, а то я вон сколько туда попало у меня. Вот так я понимаю. Букет. Да, целый букет попал, так я понимаю. Ну и он был восхищен состоянием вашего. Да. И вот слава тебе, Господи, вот сейчас уже 3-й год. Ну, конечно, я хожу там время от времени. И еще один момент. Он мне сначала дал какую-то пасту, кстати, дорогущую, где-то около 2000, какая-то паста, забыла, как она называется, там для отбеливания, для курильщиков, для кофеманов, там чего-то такое разное. Могу сбегать, пока будете говорить, показать. Но у меня она не пошла. Не буду сейчас ничего говорить такого плохого, ну вот скажу просто, не пошла. Я опять вернулась к своей пасте. И он мне еще порекомендовал вот эту штуковину, которая воду набираешь, и вот она так водой промывает. Ну, кроме того, что это не очень приятная процедура, она наверняка полезная, но она как бы не очень мне пошла. И вот прошло месяцев 5, я пришла на очередную чистку зубов к нему, и когда он посмотрел, говорит, ну вот видите, все-таки эта штука-то полезная, видите, как хорошо. Вы пользуетесь? Я так смотрю на нее, вы пользуетесь? Я говорю, нет. Я начала, но мне что-то это не понравилось. Он говорит,
Да, интересно. Говорят, что Ирригатор называется. Да, это, ирригатор. вполне прилично. И состояние десен под фоне сглазить и всего остального. Так что оно работает, и, конечно, такие Я вот- рассказки могут что угодно рассказать, наверное. Ну вот по поводу отбеливающих паст я хочу сказать. Что такое отбеливающая паста? Она содержит абразивы мощные, она содержит перекисные соединения, она содержит мочевину. И, естественно, это химическое воздействие на эмаль. Эмаль от этого страдает. Эфирное масло работает совсем по-другому. Она растворяет все ненужное, удаляет все эти налеты, и зубы приобретают свой первоначальный, как бы, от рождения цвет. Но не могут у всех зубы быть, я их называю, унитазного цвета, чисто прям белоснежный. Так же, как и цвет волос, и цвет глаз. Все зависит от пигмента, который находится в дентине, в эмали. Не могут быть у всех белоснежные зубы. Но люди некоторые любят, люди даже вставляют себе зубы такие унитазные, им это нравится. Вот. Ну и отбеливают, конечно. Но отбелили, все равно потом все это возвращается. Потому что все равно впитываются, эмаль, на эмали появляются микротрещины, она потом восстанавливается, идет какая-то защитная там реакция со стороны организма, реминерализация, но все равно потом проходит определенное количество времени, надо опять их отбеливать. А здесь, пожалуйста, масло лимона работает, чистит, отбеливает, все удаляет. Ну, я хочу сказать, что я знаю таких пациентов тоже. Вас я не видела, Ольга Васильевна, но я видела других пациентов, которые пользуются пастой Вивасан, и доктора им говорят, просто удивительно, что у вас такая десна. Сейчас редко-редко увидишь хорошую десну. Да, Вот. тем более еще возраст. 90% людей требуют пародонтолога, специалиста по десне. 90%. Обалдеть. То есть, ну, практически каждый должен сесть, кроме терапевта, стоматолога, который там лечит кариесы, сесть еще в кресло к пародонтологу, снять камни, почистить десну, удалить грануляции, все это привести в порядок, и потом через полгода опять прийти с тем же самым. И я говорю, что да, если уже есть это заболевание, нужно сесть в кресло, нужно один раз делать, но потом-то купите пасту, почистите ей, вот начнете чистить, и вы увидите эффект. Но это не будет от одного тюбика, это надо делать регулярно. Ничего не бывает один раз. Нужна всегда система. Если человек постоянно пользуется этим, это будет заметно и это будет работать. Я вот забыла сказать, что первое, что он мне сказал, ну ладно, готовы к тому, что вам уколы будут делать пародонтолог. Это он еще толком не смотрел рентген. Готовы? Я говорю, ну если надо, что же делать? Мне не пришлось этого делать. Мне не пришлось этого делать. Я, кстати, сама была поражена. Думаю, ну, с моими отягчающими обстоятельствами, так сказать, думаю, ну нет, такого быть не может. Ну вот, слава тебе, Господи, вот так. Есть, Игорь, скажи, пожалуйста, есть вопросы еще где-нибудь там? Я скинул все в чат. Скинул все в чат? Ага. Да. Ну вот про отбеливание зубов, Жанет, уже ответили, да? Ответили? Чем можно отбелить зубы Вивасан? А так вот, наверное, паста там и отбеливает, нет? Да, паста отбеливающим действием обладает. Вот. И то, что предлагают нам в интернете на пасту капать, все-таки это не очень безопасно. Там нужна дозировка, там нужно смотреть, чтобы не навредить. Ну, а Жанетте, она мне задала вопрос, какого возраста надо чистить детям зубы. Как только они появились, вот начали молочные зубы прорезаться, ребеночек сам не может, вот как я сказала, мама берет бинтик, хорошо на пальчик укрепляет его, наносит там пасточку и сама пальчиком чистит. А потом уже к 2 годикам уже начинает... Я имела в виду нашей зубной пасты, именно Вивасан. Вот Вивасан вообще безопасный. Можно чистить. Спасибо. Руки вымыл,
Набрал чуть-чуть и вперед. И, вы знаете, вот, кстати, я хочу чуть-чуть разрядить обстановку, хотя у нас достаточно легкая сегодня обстановка. Это гордость, когда зубы настоящие, вот свои собственные, Да. натуральные, белоснежные, как человек гордится этим. У моей мамы, когда она еще работала в Воронежском хоре, была такая подружка Золотарева, Юлия. Ее муж был рыжего цвета, ярко-рыжего цвета, с белоснежными зубами, вот как раз унитазные белоснежные зубы, ровненькие абсолютно. Он все время улыбался, потому что надо было их показывать. И вот где-то в поездке, они были в Москве, Юля родила, забрали ее в роддом. Она куражная очень. Ну и когда уже она родила сына, они все, значит, всей этой команды пришли к роддому, кричат: Юля, Юля, она выглядывает, и муж ей орет: Юля, кто у нас родился? Она говорит: сын. На кого похож? Она говорит: на тебя. Зубы твои. Он даже вообще не среагировал. Говорит: правда? Потом говорит: какие зубы? Понятное дело, все уже поняли. Но то, что вот он был горд, это был причем высокий, красавец такой, но зуб это было самой его отличительной карточкой. Вот белоснежные улыбки. Ну что, спасибо. Поэтому я хочу, конечно, всем сказать, что, еще раз повторю, надо всем попробовать эту пасту и начать ей пользоваться, и вы никогда с ней не расстанетесь, просто не сможете без нее жить. Паста Да, замечательная. Жанетта пишет, получается, паста для всей семьи, универсальная. Да. Одна на полочке для всех, и еще эликсир обязательно. У меня уже вот за 2 месяца 2 я... Нет, не за 3, наверное, или 4. 2 уже использовала. Стараюсь каждый день. И очень, кстати, эффект еще один очень хороший, отхаркивающий, извините за интим. Ну вот еще, ты сама Васильевна, ну мы говорим про пасту, про полоскание, вот про то, что сейчас коронавирус. И вот в этом коронавирусе вспомните спрей Viva Plus. Он каждый день должен быть. Да. Каждый день. Да. И косточки грейпфрута. Да. Пить внутрь для профилактики. Потому что, я говорю, на самом деле, я говорю, у нас в поликлинике столько народу проходит мимо нас. Вот, что там маска этой? Ну, я надеюсь, что меня защищают эфирные масла. Ну, мы не только надеемся, мы в это абсолютно верим. Юлечка Сафонова, покажи нам картинки, куда. Не забывайте ставить нам лайки, мы стараемся. Смотрите, какие у нас люди выступающие, какие у нас профессионалы яркие. Сейчас Юля вам покажет, где вы можете подписаться, да, что, еще раз повторяю, посмотреть вы можете нас где угодно. Но нам бы хотелось, чтобы вы оставляли комментарии, чтобы вы в соцсетях ставили лайки, а уже на сайте регистрировались. Убирай меня оттуда. Сейчас я покажу, потому что у нас всегда возникает вопрос, где регистрироваться, где задавать вопросы. Если вы смотрите нас в соцсетях, вы можете задавать вопросы в комментариях. Их все видно. Если у вас есть вопросы, вы хотите зарегистрироваться и получить консультацию профессионалов, вы можете, и вы смотрите на нашем сайте Vivasan Online, вот здесь, и внизу под видео вы видите вот такую табличку. Здесь вы можете написать фамилию, имя, отчество, номер телефона. Если вы из России, вы пишете +7 900 и дальше свой номер. Здесь вы можете указать Viber, WhatsApp или Telegram, какими вы мессенджерами пользуетесь. Если вы из другой страны, вы пишете плюс и код этой страны плюс дальше номер. Самое главное, не ошибайтесь с цифрами, потому что связаться тогда с вами будет невозможно. И на всякий случай напишите правильно электронную почту. Хотя сейчас в нее крайне редко туда заглядывают, но это будет последний шанс как-то с вами связаться. И не забывайте вот здесь ставить галочку и нажать «Отправить». Потому что иногда вот этот процесс почему-то забывают сделать. И приходит что-то не то уже в самой анкете. То есть анкеты приходят пустые.
И здесь, смотрите, справа, внизу, вы увидите лицо, вот, убираю, вы увидите лицо человека, который вас пригласил. Вы можете нажать, там много всего увидеть, у кого Внизу что справа. заполнено. Внизу Внизу справа. справа, Вот да. видите? Сейчас там Если вы видно. смотрите, опять-таки, нас на вот этой страничке, если вы смотрите в соцсетях, вы на эту страничку перейти не сможете. Посмотрите или обратитесь к тому, кто вам дал эту ссылку, посмотреть, и тогда вам уже дадут возможность проконсультироваться и сделать заявку. И не забывайте ставить лайки и делиться информацией. И еще хочу поделиться по зубной пасте, что очень много шикарных результатов у курильщиков и у тех, кто пьет кофе, потому что зубы не такие темные. Ну, я кофе пью очень много в течение дня, а это, Татьяна, я думаю, вы подтвердите. Это первое, что окрашивает наши зубки в темный цвет. Поэтому можете 100%. Вот я гарантирую 100%, что у вас не будет ни зубного камня, ни темных зубов. Потому что я дополнительно никакие отбеливания не делаю. Это только наша паста и эликсир. И работает отлично. А потому что нету бляшки, нету налета. Ведь все остается именно на мягком налете. А если вы сняли это все пастой, у вас одна эмаль, она не будет окрашиваться. Не на что садиться этой краски пищевой. Поэтому все такие зубки красивые, чистые. Да. Так, сейчас. Юль, спасибо. Еще у нас есть обучающая платформа. Если вам очень интересно узнать больше о продукции, о том, как можно улучшить свое благосостояние, что сейчас довольно-таки актуально, у нас есть бесплатное обучение. Вы можете пройти на подключенных, вот открывается платформа, здесь очень много уроков. Поэтому обращайтесь и для этого тоже заполняйте там же заявки, с вами свяжутся и все вам подробно расскажут. У вас такая возможность на данный момент есть. Поэтому не забывайте об этом. И еще у нас есть самый главный сайт, который проще всего запомнить. Это ЗКБВ. Здоровье, красота, благополучие с Вивасан. Переходите, вбивайте и добавляйтесь к нам в нашу команду. Мы всегда рады всех видеть. Ага, Юль, я покажу сейчас, сейчас прямо вот эту картинку. Ага, zkbb.ru. Здоровье, красота, благополучие, Вивасан в России.ру. Вот как бы очень легко в этом плане заполнить. Если вы хотите приобрести, вы, пожалуйста, вы можете сделать, у нас есть доставка, мы можем через интернет отправлять. Обращайтесь к людям, которые вас пригласили, пожалуйста, и заказывайте. Это все будет достаточно доступно. И, возможно, это как раз тот шанс, вот, может, я ничего не делаю, случайности не бывает. Это предупреждение, чтобы все было хорошо. Не буду говорить плохих слов. Спасибо всем большое. Если вопросов больше нет, приходите к нам. Татьяна Игнатьевна, спасибо за замечательный разговор. Всем участникам тоже благодарность. Будьте здоровы, богаты и счастливы. А Томас говорит, не будьте, а оставайтесь здоровы. Предполагаю, что и так вы уже здоровы. Хорошего вам настроения, улыбок побольше. Не получается улыбаться, подходите и делайте вот так вот. Потому что это тоже, знаете, полезно для здоровья. Пока-пока. Пока-пока. Пока.